Всем привет! Добро пожаловать в четвертую серию дневника дизайнера. Мы продолжаем осваивать карьеру дизайнер интерьеров. Сегодня наша Ханна выполнит очередное задание. Также мы посмотрим, можем ли мы работать на выходных. А еще меня сегодня ждал сюрприз, потому что мы уже на месте. На месте, которое будем преображать. И еще в первой серии я вопрошала в пространство, будем ли мы обустраивать квартиры, то есть переделывать какие-то комнаты в квартирах, либо только в домах, потому что до этого у нас были только дома. И что я вам могу сказать? Та-дам! Мы в квартире находимся, да, мы сейчас постучимся вот в эту дверочку и будем преображать вот эту квартирку. Кстати, смотрите, Ханна опять переоделась, она у нас любит переодеваться именно на работу. Это один из ее костюмчиков, насколько я помню, потому что я уже немножечко забыла, пока я создавала. Ну и 4 разнообразных костюмчика приготовила, чтобы она у нас немножечко менялась от серии к серии. И вот один из костюмов перед нами. Мне кажется, очень удобный, такой практичненький, рабочий, с такими топотульками. Итак, как я уже сказала, мы будем преобразовывать квартиру. Нам нужно в нее постучаться, потому что пока вот она у нас такая пустенькая. Она что, двухуровневая? Похоже, да. Так, нам должны заплатить где-то 607 миллионов. Мне кажется, если им сильно нравится дизайн, они немного больше платят, что приятно. Бюджет у нас 2700, не так уж много. Нам нужна рекомендация ремонт комнаты. Ну, что это за рекомендация, я пока не знаю. Давайте стучаться в дверь. Ну, где-то постучись в дверь. И уже будем смотреть, что нам предстоит. Потому что вот у нас уже есть клиент, нам все-таки нужно зайти в комнату, посмотреть наличие других клиентов и посмотреть саму квартирку. Так, нас пригласили, заходите. О, как тут интересно. Как обычно, в жилые квартиры практически не хожу. В смысле, в которых уже есть симы, поэтому для меня открылось очень много новых локаций, я могу вам сказать. Мне немножечко стыдно от этого. Кстати, для разнообразия мы можем в этот раз преобразить кухню. Кстати, это, мне кажется, очень интересная идея. Что их, например, 3 человека здесь живет, а у них всего 2 посадочных места. Так вот, я, кстати, тебя помню, ты в пекарню приходила. Я так и не вычислила, если честно, пол данного подростка. Давай вежливо познакомься, пожалуйста. Ой, на-на-на. Так, у них тут вот это легенда караоке. У них, видите, прям при входе стоит эта штука. Так, познакомься. А где эта барышня-то? Чё она там стоит? Она что-то изучает. Ну, давай с ней познакомимся. Сейчас нужно выяснить все, возможные варианты. Она тоже подросток, да? Получается, тут 2. Нет, молодая. Подросток, молодая А где это был дяденька? Вон он что-то делает. Он тоже молодой. Может, это их ребенок все-таки? Хотя у них вроде должно быть 2 ребенка. Видите, здесь 1 двухспальная кровать и 2 односпальных. Значит, еще кто-то есть. Опять этот кто-то появится, когда уже я завершу ремонт, и он такой: ой, я что-то не то хотел вообще, почему вы меня не спросили? Да потому что тебя, блин, не было. Хотя в прошлой серии бабуля, которую я не опросила, она все-таки, ей понравилось. Более-менее, поэтому нормалек было. Так, давайте выяснять, что же они хотят. В общем, после бессмысленного, бесконечного стояния и пустых разговоров я смогла лишь вытянуть кучу стилей, которые мне нравятся. Еще им, кстати, не нравится минимализм, им не нравится современный загородный стиль, им не нравится островная тематика, им нравятся пакости и нравится строгий стиль. В общем, это какая-то была очень долгий квест, короче. Они просто стояли и ничего не делали. Вот у вас тоже такое, наверное, бывает, когда ты надавал задание Симу, а он стоит. Он стоит, потом еще стоит, потом еще стоит, и как бы все. И потом могут вообще исчезнуть все эти задания, которые ты им надавал. В общем, ладно, прощаемся с товарищами. Они нам так цветы не дали, но что поделать. Видимо, не судьба, не судьба. Будем все-таки переделывать кухню. Мне кажется, это интересно уже. Для разнообразия мы уже делали ванную. Да, прощайте, 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 прощайте. Он еще и мусор заодно выкинуть решил. Я вообще-то с вами прощаюсь, он мусор выкидывает. Донес мусор, да? Так, ну что ж, пошли делать дом. Итак, вот наша кухня. Перед тем, как я все удалю, давайте посмотрим все-таки, что у нас со стилями. Чтобы понимать, так, готическая.
А тут вообще есть то, что то, что они не любят? Я не поняла. Вот этот модный современный, загородный, а тут просто современный стиль. Дворик. Ну, это, наверно, оно? Нет? Нет, это островная тематика. По-моему, они еще и дворик тоже не любят. Короче, строгий стиль. Что у нас вообще в строгом стиле? Все старье какое-то. А кухни-то у нас тут нету. И что делать? Что делать? Что делать? Шеф. И минимализма, мне кажется, здесь тоже нету. Отдельно, как классический современный стиль. Это все-таки не то. Загородный стиль. Нету тут такого. Ну что же делать? Это просто типа модный современный стиль. Классический современный стиль. Отлично. А у нас что? Нравится строгий стиль просто. Ну, островная тематика, понятное дело. Что за загородный стиль? Ты ёшкин кот. Что ж с вами делать-то? Ладно, будем как получится, так и построим. Ладно, давайте встретимся в конце постройки уже.
Итак, ремонт закончен. Ханна очень хочет есть, пить, спать. В общем, что-то вымотал ее этот ремонт. Хотя нет, она только есть хочет. Она увидела такую прекраснейшую, замечательнейшую кухню и захотела поесть. На самом деле ремонт прошел, ну, достаточно успешно, как мне кажется. И немножко я разогналась, потому что я когда продала все с кухни, а у меня было больше 10 000, и я такая: "Да, я все смогу, я все построю". И в итоге я вышла в ноль, прям в ноль, прям по-настоящему. Но зато у нас, появилась вот такая вот красивая обеденная зона, то есть, прям у них как такая мини-столовая получилась, чтобы все могли сесть, потому что их то ли 3, то ли 4 человека здесь живет, а было только 2 посадочных места, по сути. Вот. И, здесь как бы готовышная, версия. Единственное, что, конечно, вот здесь куца получилась, но уже денег не хватило. Да, я тут немножко разогналась вот этими вот полочки. Видите, полочки тоже не заполнены. В общем, немножко нет. Ну ничего, посмотрим сейчас, как отреагируют наши товарищи. Понравится им, не понравится. Но мне очень понравилось. Ханне, как вижу, тоже, раз она захотела есть, значит, хорошо влияет это все дело. Давай, приглашай клиентов, и мы посмотрим, какая у них будет реакция. Так, ну что, их все-таки трое придет или четверо? Звони, приглашай. Конечно. Нет, все-таки их трое. Чего они все сплелись в одном месте? Все-таки трое живет. Странно как-то это все. Но, видимо, вот этот товарищ, он спит один в двухспальной кровати. Это нерациональное использование места. Она все хочет что-то любовное сделать. У нас сегодня день признания в любви или что-то такое. Давайте, закрывайте глазки и идем. Что они мнутся, топчутся. Что это такое? Давайте уже идите. Так, она должна закрыть дверку, а потом открыть. Что это? Все, наконец-то. Нет, да? Почему они не закрыли глаза? Странно это все. Что-то пошло не так. Явно. Так, он подумал о своем планшете, или он, или она. Но не то. Нужно вот это все смотреть. Проверь, пожалуйста, проверь. И ждем тогда результата. Если они сейчас все-таки придут сюда, или я вообще не ту комнату сделала. Ну, сидеть с планшетом. Зачем как бы смотреть ремонт, если есть интересный планшет, если есть вообще чем заняться. Если можно пообщаться друг с другом, зачем смотреть новый ремонт? Ну, это как бы глупости. Глупости. Иди садись на неудобный квадратный диван и жди, короче. А, нет, она должна еще пообщаться с этим. Так, вроде понравилось. Это тоже вроде понравилось. Хорошо. Вроде им все нравится. Это меня не может не радовать. Обсуди, пожалуйста, интересы. Сделай какой-нибудь комплиментец. Искренний комплимент. И ему подними настроение, пожалуйста. Ну, видишь, как понравилась твоя плита, которая мне так нравится. Я люблю этот набор. Кто со мной давно, они знают, что я прям очень сильно люблю этот набор. Это прям мягко сказано. Я хочу себе такой домой, к себе, в квартиру. Очень сильно он мне нравится. Так, ну давай общайся и ждем финального вердикта. Вот видите, вы все тут помещаетесь, тут удобные стульчики. Оцените, как здесь классненько на самом деле. Итак, наконец-то, они так долго, мучительно долго общались, так фестиваль нам не нужен. И наконец-то у них появилось окончательное решение, хотя они не смотрели вообще, вот реально не смотрели на ремонт, они просто сидели и общались, а потом еще раз общались. Какая-то у них семья очень странная, все у всех, видите, сформировалось. Ну что ты нам скажешь? Не-а, ему не понравилось. Не-а, идите, машет головой. А это тут кругами ходит. Не понравилось ему, не понравилось. Обидно каждый раз это так. Конечно, я понимаю, что такое вполне возможно. Человек, застрявший в столе, прошедший через холодильник, иди уже, узнавая у него, или он так и будет, и он ходить кругами. Иди уже, расстройся. Нет, мне кажется, это все-таки она. У неё есть какая-то нормальная. О, это ей понравилось. Все, слава богу. Ну, хоть что-то. Так, а это вроде тоже в восторге. Давайте ждем от нее результатов. Да, видите, обнимашки, целовашки, все хорошо.
Так, 1-1 пока. И теперь решающий голос. Давай, женщина, застрявшая в стуле, скажи свое последнее слово. Чего они последнее время? У меня как-то давно такого не было. Это вот после последнего обновления они начали дико застревать в текстурах, в этих всех домах. Это она уже высказывает свое, что, видите, они друг в друге застреют. Что-то такое. Так, выполняет работу со следующим результатом, плюс профессиональная репутация значительно выросла, заработано ровно 600. Прекрасная работа, клиентам нравится ваш ремонт. Давайте остаемся на участке и открываем панель нашу рабочую. Так, репутация у меня до сих пор безупречная, продуктивность хорошая. Давайте посмотрим, можем ли мы работать по выходным. Потому что, в принципе, в чем проблема? Да, в субботу мы можем работать отлично, мне это очень сильно нравится. Что у нас есть? Опять ремонт этажа за 800 симолеонов. Ну, вообще как-то не хочется. Ладно, давайте отремонтируем еще одну комнату, а дальше посмотрим. Жилой дом, раздом. Так что все, я взяла новый заказ. Встретимся на новом заказе еще в этой серии, потому что я думаю, что мы успеем. Итак, новый день, новый заказ. Мы продолжаем нашу серию, и тут нас ждет, смотрите, какая горячая женщина. Такая фигуристая дама. Это наш новый клиент. Наша Ханна там уже что-то работает, что-то смотрит. Ей, кстати, сегодня предстоит опять комнату делать. Да, у нас опять просто комната. Что-то мы не можем выбраться из этих комнат. Кстати, может быть... Нет, мне кажется, нас сегодня не повысит. Зато суббота. Я, кстати, очень люблю по субботам работать, по выходным, потому что такая тишина и спокойствие, потому что все остальные отдыхают. Я, кстати, очень хорошо знаю этот дом. У меня в этом доме жила мамочка из проекта «100 детей», 100 детей. Поэтому я хорошенечко знаю, что здесь находится. Давайте уже стучаться и начнем этот процесс. Не будем сильно затягивать. Очень люблю, кстати, вот эти окошки. Так, я знаю, что клиенты вы, но сначала постучимся в дом. Тук-тук-тук. Нам надо узнать что-то внутри. Что я, конечно, хорошо помню, но надо напомнить. Тем более, что я там все переделала. Ой, а там кто-то есть. Да, он такой кислотный, точно, внутри. Он такой... Ой, чё их так много-то? 4 человека или больше. Он такой суперсовременный. Я, кстати, делала такой, наоборот, не современный, а очень спокойный вариант. Ну, такой даже под старину. Так, наверное, будем какую-нибудь из спален делать. Кстати, возможно, вот эту. Такая самая маленькая, самая спокойненькая. Потому что денег у нас не так уж и много, а у нас будет только 3 вот этих варианта. И узнать, блин, чья это комната, невозможно. Придется всех опрашивать. А учитывая, что человека 3, точнее 4. Слушайте, они тут все такие большегрудые. Это у них какая-то особая квартира, точнее дом. Вежливо познакомься с этим товарищем тоже. Он там куда-то бежит, наверное, телек смотрит. У них, конечно, прям в зале этот, как-то красное, черное, банальненькое, контрастненькое. Мне эти квадратные диванчики так веселят, если честно. Это из какого-то базового, по-моему. Так. Ой, извините. Ага, 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 ага. А еще 2 человека к нам присоединились. О, смотрите, как она идет. Топ. Красивая такая. Еще на каблуках же, наверное. Да, ну чуть-чуть. Красоточки наши, давайте с ней познакомимся. И с тобой. Они все из одного клуба. Точно. А этот такой топ. Все они такие прикольные. Так, ну что, ты будешь со мной знакомиться-то? Угу. Давай, со всеми надо как-то... О, все 4 подключились. Отлично, отлично. Давайте узнавать их интересы. Я чувствую, это будет долго, потому что в последнее время это почему-то происходит очень долго. Итак, я оказалась права. После долгих-долгих разговоров я их всех ловила, бегала за ними, пыталась узнать что-то хорошее. И, как вы видите, для спальни у нас есть... Не нравится рыбная ловля, нравится выпечка, и нравится стиль модерн. Ну, хотя бы модерн. Почему они не сказали никакого цвета? Я так и не поняла. Я с ними очень долго общалась, потому что я теперь знаю, что иногда они меняют как бы свое мнение, кто-то там что-то говорит, оно тут подменяется. Я все надеялась, что мне хотя бы цвет скажут. Но в итоге нет, так нет. В итоге, в общем, прощаемся с клиентурой, и все. Надоели, они меня заболтали. Все, давай, аривидерчи. Малышки, уходи, не мешай мне. А в итоге они никуда не ушли, да? Ну, зачем, действительно. Ну, кстати, что это такое? Типа граффити.
Ну, вот как бы вот это вот у нас крошечная спальненька, мне кажется, то, что нужно для того, чтобы реализовать стиль модерн. Сейчас вообще посмотрим, что здесь есть, можно ли из этого что-то вытянуть, потому что у меня такое смутное подозрение, что не так уж много в стиле модерн. Итак, давайте посмотрим, что у нас есть в стиле модерн и можно ли вообще с этим что-то делать. У нас же есть модерн 50-х. Просто модерн 50-х. Я бы не сказала, что модерн 50-х годов. Мне кажется, они немножечко ошиблись. Наша новая мебель вся модерн 50-х, серьезно? Это вот весь набор, это все модерн 50-х? Вы серьезно? Вы серьезно? Не, ну я, конечно, рада построить в этом стиле всю квартиру. Ой, всю квартиру, всю спальню. Ну ладно, будем использовать тогда только новое дополнение. Как бы это странно не звучало. Итак, ремонт в нашей прекрасной комнате закончен. Ханна у нас тут уже отдыхает, так сказать. Давайте проведу маленькую инструкцию и экскурсию. Инструкцию. Здесь у нас, здесь у нас типа гардеробная, ну что-то около того. Интересно, это юбочка или штанишки? Или сумка?
Учитывая то, что я не знала, будет мальчик или девочка здесь жить, то я повесила и то, и то. Может быть, будет пара жить. Хотя, мне кажется, я приставила к стенке. Хотя они, кстати, могут перелазить к стенке, если одному из симов назначить определенную сторону кровати. Если укладывать его первым, то он перелезет на эту сторону кровати. Потому что некоторые говорят, что нет, так нельзя. Так можно было в каких-то из симсов предыдущих. Но сейчас тоже можно. Конечно, сложно, но можно. Так вот, дальше поехали. Вот эта зона у нас типа лаунж-зона. Ну, не очень вот эта штуковина получилась, честно признаюсь. И мне кажется, что чтобы сесть на вот этот диванчик, будет постоянно башкой биться. Ну, да, ладно. Зато все в одном стиле, красивенько, со всеми баночками, скляночками, коробочками и всем прочим. Здесь еще у нас такая зона. Мне очень нравится вот эта штуковина, если честно, как она выглядит, поэтому я ее засунула. Еще наши, конечно же, красивые новые цветочки. И кровать, конечно же. Единственное, что я придвинула ее к стенке, потому что никак она уже не вмещалась удачно. Мне кажется, так лучше. Да, все в одном стиле у нас. Тут еще один шкафчик, ну типа комодик, такая тоже лаунж-зона. И здесь можно посидеть на этом красивом новом креслице, посмотреть в окошко, там водичка. Ну, там еще город, водичка. В общем, вид достаточно симпатичный. Я уже сделала фоточки после. Поэтому давайте приглашать хозяев и выслушивать их мнение, потому что здесь вообще непонятно. Какая-то лотерея. Повезет, не повезет. Так, вызывать экзорциста. Так красиво, конечно, люблю. И все время забываю, как называется этот город. Да, я симер-склеротик, который не помнит кучу разных названий городов. Да. Люблю, когда они так кучкуются. Да, ты не можешь пройти, потому что вы все скучковались бессмысленно. Текс. Она же должна была за дверью уйти, мне кажется, нет? Покажи клиенту ремонт. Ага, ну все, презентует. Все, позвала их с собой. И показала. И у нас не было презентации. Иногда такое бывает, иногда бывает. Ну вот, они хотя бы проходят. Как она красивая. Пошла, эти что стоят? Что ты стоишь? Узнать мнение клиента. И стоит, стесняется такая. Ти-ри-ти-ри-ти-ри-ти. Все ушли вообще-то смотреть ремонт. Что ты тут стоишь? Тоскуешь. Идем. Надо проверить. Ну, показывай, короче. Презентуй свой ремонт-то. О, что-то понравилось, слушайте. Это хорошо, это хорошо. Угу. Тоже понравилось. Смотрите, всем нравится, кстати, вот это кресло. Они прям в него влюбились. Я очень счастлива. Так, теперь общайся с клиентурой. Так, у нас появился первый результат. Эта женщина, кстати, была от нас в восторге. Она тут сказала, что Ханна вызывает у нее какие-то положительные чувства. Надеюсь, и ремонт ей понравится. Да, понравилось. Мне так нравится, как они типа плачут, такие. Да-да-да, все хорошо. Так, один. У нас 4 мнения должно быть. Еще они вот не сформировали. Но вроде бы им все нравится. Я думаю, что сейчас все остальные подтянутся. Они обычно в одно и то же время заканчивают, ну, как бы оформляют свои... Эти все обнимашки. Слушайте, Ханна такая классная, с ней все хотят обниматься. Как-то, ну, короче, куда пошел? Я не могу его поймать. Так, давай. Перестань с ней общаться. В общем, все с ней болтают, обнимаются. Она вся такая у меня позитивненькая, такая классненькая. Ну, конечно, для дизайнера и для вообще человека, который работает с людьми, это прекрасное качество. Этому тоже понравилось. Так, у нас 2 голоса «за». Мне кажется, вообще всем понравится. Может, нас сегодня повысить прям вообще. Ой, я жду. Видите, все в сердечках, все в сердечках. Давайте уже окончательно говорите свой вердикт. Так, сразу на паузу, а то они куда-то бегут вечно, бегут. А что у нас тут происходит? На волне с клиентом, реакция клиента. Нравится, ну, безупречный вкус, нравится декор. В общем, и сама Ханна в хорошем настроении. Может быть, кстати, ее настроение тоже влияет как-то. Потому что она перед этим у нас была в плохом настроении, потому что она хотела там спать или есть, или что-то такое. А я не посмотрела его реакцию. Я так... Эть. Все ему тоже понравилось, слушайте. Он прям как будто я поцеловал. Это немножечко перебор, мне кажется. Перебор. Ну, конечно, ваш декоратор, ваш дизайнер, но мне кажется, это немножечко слишком. Так, и ей понравилось. Все прекрасно, крутяк. У нас хороший ремонт. И это тоже такая, глазки закатывать. Ну что? Нет, нам не дали повышение.
Что ж, все прошло удачно. Кажется, клиентам очень понравилась новая планировка, внимание к деталям. Действительно приносит плоды и для кошелька, и для репутации. Заработано 648, по-моему, всего $48 нам как бы накинулись сверху. Ну, зато репутация у нас повысилась. У нас, видите, какие-то плюсики тут появляются. Так, она хочет и есть, но давайте вначале посмотрим. Продуктивность отличная, репутация идеальная, безупречная. Так, давайте посмотрим, что перед нами открывается. У нас тут больше вариантов. Слушайте, она может в воскресенье работать. Какое счастье! Она у нас будет без выходных общаться. Ну, в смысле, работать. А у меня еще, кстати, на нее есть большие планы, потому что там разработчики анонсировали новое дополнение. Я думаю, когда оно закончит, как раз выйдет новое дополнение, и мы отправим нашу Ханну строить новую фирму. Но это такое. Так, вообще-то я хочу выбрать нам новое задание. Я уже в фирме вся головой. Так, ремонт комнаты, ремонт спальни. Вот смотрите, есть за 607 миллионов. Ремонт кухни. Я только недавно отремонтировала кухню. Гардеробную опять не хочу. Детская. О, слушайте, клиент год. Я до сих пор помню с этого, с самого начала. С первых Симсов я помню эту семью. Так, ну что ж, кухню мы недавно делали. Тут, видите, нам прям гардеробную делали, спальню. Вот спальню мы только что делали. Мы ни разу не делали детской комнаты. Все, мы делаем детскую комнату. Так что мы взяли задание 4. Все, отлично. В следующей серии мы встретимся, будем в семейке год строить спальню детскую. Так что подписывайтесь, ставьте лайк и до следующих серий. Пока-пока.